Представьте, что существует добавка, о которой почти всегда говорят только хорошее. И именно это вызывает сомнения. Черный тмин – как раз такой случай. Его называют универсальным средством от десятков проблем, от лишнего веса до высокого давления. Но что из этого правда, а что красивый миф? Сегодня разберем только то, что подтверждено исследованиями на людях. И вы сами решите, стоит ли добавлять черный тмин в ваш рацион. Перед началом поставьте лайк. Это поможет продвигать видео и избавлять людей от мифов в теме здоровья. А мы начинаем. Антиоксидантные свойства и почему тмин работает. Первое, что стоит понять, черный тмин работает не потому, что в нем спрятан секрет долголетия. Его эффект связан с высокой антиоксидантной активностью. Исследования показывают, что всего 1 грамм молотых семян в день в течение года способен повысить общий антиоксидантный статус почти в 1,5 раза. И это не абстрактное улучшение. Высокий уровень воспаления и оксидативного стресса – основа большинства хронических заболеваний. Поэтому снижение этого фона часто приводит к реальным физиологическим изменениям. Одно из наиболее заметных направлений, на которое влияет черный тмин – работа мозга. У пожилых людей добавление всего 1 грамма семян в день улучшало когнитивные способности. У подростков повышало внимание, снижало тревожность и помогало обучению. У людей с депрессией повышало уровень нейротрофного фактора мозга, того самого, который определяет способность нейронов восстанавливаться и формировать новые связи. Это не значит, что тмин лечит депрессию, но это значит, что он создает условия для более здоровой работы мозга. И если вы хотите больше подобных разборов, подпишитесь на канал. Здесь мы обсуждаем питание честно и без рекламных иллюзий. Кстати, про влияние черного тмина на мозг у нас есть отдельный ролик. Там подробно про память, тревожность и депрессию. Ссылка в описании, переходите после просмотра. Похудение. Реальные данные исследований. Теперь к теме, из-за которой черный тмин получает наибольшее количество восторженных отзывов. Речь о снижении веса. И действительно, результаты исследований впечатляют. 3 грамма порошка в сутки в течение 3 месяцев позволяли уменьшить вес, объем талии и даже снизить давление. А метаанализ 13 исследований показал, что люди теряли в среднем почти 2 килограмма всего за 6-13 недель, ничего не меняя в рационе. Максимальные результаты доходили до минус 3 килограммов. И здесь важно пояснить, черный тмин не работает как слабительное и не вызывает интоксикаций, которые могут уменьшать вес за счет дегидратации и потери мышц. Механизм другой. Он снижает аппетит, уменьшает усвоение глюкозы, повышает чувствительность инсулина и улучшает работу печени. Это более медленный, но более безопасный путь. Если хотите получить короткую памятку с дозировками черного тмина для разных состояний, от веса до сахара и давления, напишите слово «памятка» в комментариях. Мы отправим ее вам бесплатно. Щитовидная железа и обмен веществ. И раз уж речь зашла о метаболизме, нельзя обойти тему щитовидной железы. Сниженная выработка гормонов щитовидки напрямую замедляет обмен веществ, способствует набору веса и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании на людях 2 недели употребления 2 граммов молотых семян улучшили показатели гормонов щитовидной железы даже на фоне приема левотироксина. Это не отменяет терапии, но помогает уменьшать дозировку под контролем врача. Здесь важно уточнение. У детей, беременных и людей с аутоиммунными заболеваниями любые изменения дозы гормонов должны обсуждаться только со специалистом. Черный тмин не заменяет медикаменты, но может стать поддерживающим фактором в восстановлении обмена веществ. Холестерин и давление. Сердце и сосуды. Следующий блок – сердце и сосуды. Уровень холестерина – это не только сердце и сосуды. Это риск атеросклероза, давления и нарушения кровоснабжения органов. И здесь черный тмин тоже показывает стабильные результаты. Масло черного тмина в дозировке 3-5 мл в день снижает общий и плохой холестерин и уменьшает триглицериды. Молотые семена, наоборот, лучше справляются с повышением уровня хорошего холестерина. Если объединить оба подхода, можно работать сразу с несколькими механизмами липидного обмена. Что касается давления, метаобзор 10 исследований с общим числом участников более 800 показал, что регулярное употребление черного тмина в течение 8 недель снижает верхнее давление примерно на 7 мм ртутного столба, а нижнее примерно на 5. Для человека с повышенным давлением это значимое изменение. Причем без риска резкого падения давления, который встречается у некоторых травяных добавок. Если давление повышено умеренно, черный тмин можно использовать длительно.
Но если вы принимаете гипотензивные препараты, обговорите добавку с врачом. Комбинация семян и лекарств иногда может оказать слишком сильный эффект. Если хотите, чтобы мы разобрали, какие еще добавки положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, дайте знать в комментариях. Это поможет выбрать тему следующего выпуска. Диабет, сахар, инсулин, поджелудочная железа. Переходим к сахару крови. Инсулин, наиболее впечатляющая часть исследований касается диабета и преддиабета. Метаанализ 23 работ показал, что черный тмин снижает сахар натощак, сахар после еды и уровень гликированного гемоглобина. Масло оказалось эффективнее, чем семена. Плюс отдельное исследование подтвердило, что черный тмин повышает чувствительность тканей к инсулину и улучшает активность бета-клеток поджелудочной железы. Это особенно важно для людей на ранних стадиях нарушений углеводного обмена. Однако здесь есть важная граница. Если вы принимаете сахароснижающие препараты, добавлять тмин самостоятельно нежелательно. Эффект может суммироваться и привести к слишком резкому снижению глюкозы. Печень и почки, защита и восстановление. Еще одна зона, которая получает ощутимую выгоду – печень и почки. Нормальные дозировки тмина до 5 граммов порошка или 5 мл масла уменьшают ферменты печени и улучшают показатели почечной функции. Это особенно актуально при жировом гепатозе, который встречается сегодня почти у каждого третьего взрослого. Но если речь о гепатите С, то ситуация меняется. У некоторых пациентов тмин вызывал боли в животе или повышение печёночных ферментов. Поэтому при любых заболеваниях печени добавку нужно вводить только с врачом. И перед тем, как перейти к практическим рекомендациям по приему, короткая благодарность нашим спонсорам. Именно ваша поддержка позволяет выпускать независимые разборы и не зависеть от рекламы. Хотите поддержать канал? Становитесь спонсорами. Это действительно важно. Как принимать? Масло или семена? Безопасность. Мы подошли к практическим рекомендациям. Что выбрать? Масло или семена? С точки зрения исследований, масло обладает более выраженным эффектом при диабете, холестерине и давлении. Но у него есть серьезный минус. Оно часто бывает разбавлено или изготовлено из некачественного сырья. Это невозможно определить без лабораторного анализа. Семена же можно перемолоть самостоятельно, и вы точно понимаете, что попадает внутрь. Плюс в семенах сохраняются те компоненты, которые частично теряются при отжиме масла. Поэтому безопасная стратегия – использовать молотые семена в дозе около 5 граммов в день. Это примерно чайная ложка без горки. При желании можно чередовать семена с маслом, но только если вы уверены в его качестве. И теперь важное предупреждение. В одном исследовании были обнаружены партии тмина, содержащие высокие количества половых гормонов. Это редкость, но влияние на организм может быть заметным. У женщин такие партии вызывали нарушение цикла, у мужчин – снижение либидо. Если что-то подобное произошло, нужно просто сменить поставщика. Это не делает сам тмин опасным, но делает важным выбор проверенного продукта. Что касается побочных эффектов, они встречаются крайне редко. Иногда возможны вздутие или жжение в желудке у людей с диспепсией, поэтому если у вас чувствительный желудок, начинайте с малых доз. И регулярно проверяйте ферменты печени, если у вас есть склонность к их повышению. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вам важно понимать тему глубже, чем это обычно делают в роликах про чудо-продукты. В таком случае поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Здесь будет больше честных разборов, основанных только на фактах. А если информация оказалась полезной, поделитесь роликом с друзьями. Это лучший способ, которым вы можете поддержать развитие проекта.